Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 22 по 28 июля. Давайте узнаем, какие подсказки приготовили карты, какие энергии видят для вашего знака зодиака. Но, конечно, будем реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории, мои дорогие, каждого из вас. Но я так надеюсь, первое, мы проведем с вами приятное время. И какие-то подсказки вы все равно получите. Я же вас приглашаю на свой сайт, и оставлю ссылку в описании под видео. Собственно, она есть уже во вкладке «Сообщество». Прочитайте гороскоп до конца 2024 года. Сверьте ваши расписание или ваши планы со звездным расписанием. Как видят это звезды или какие тенденции для вашего знака. Итак, мы идем вперед. События ближайшего будущего. Что важно знать? Первая карта. Чего не избежать или назовем неожиданности? Чему сейчас не время или какие энергии могут помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? Может быть, кто-то скрывает, а возможно, вы чего-то не замечаете. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия денег на эту неделю и личная жизнь. Вообще для вас планетарный гороскоп более чем такой перспективно-оптимистичный. Это правда. Причем понятно, что мы все разные, потому что в разные декады мы родились. Но пусть где-то с опозданием, но все равно действительно судьба находит выход. Итак, что важно знать? Дальше можно не смотреть. Карта императрицы, карта счастья, карта удачи, карта вашей сильной позиции. Карта говорит о том, что нет ничего невозможного, вы со всеми можете договориться. Помним, что все решают люди. Какая бы ни была патовая ситуация, все зависит от того, как вы ее разрулите или как вы проявите где-то свою лояльность, может быть, отчасти и хитрость. Но что бы вы тут себе не задумали, не поставили как в задачу, в план, тут все может быть осуществимо. Вообще, у кого-то смена статуса буквально на пороге, может быть, через личную жизнь, предложение, а для кого-то это изменить через работу статус, как предложение новой должности или самой решение сделать карьеру. Могут быть какие-то, ну, как оказия, какая-то ситуация, все же это старший аркан. Когда старшие арканы – это обстоятельства извне, или скажите судьба, назовите как угодно, но действительно какие-то фишки в небесном расписании на нас влияют именно в положительном плане. Единственное, что нам может помешать – бездеятельность. Или когда мы закрываемся от мира. Общение вообще в принципе, оно во вторую половину 2024 года будет решающим практически во всех сферах жизни. И материальное благополучие от этого зависит, и ваша личная жизнь, я бы сказала, качество жизни, вот как вы чувствуете. И карта императрицы, самое главное, символ нового «я». Императрица плодовита. У кого-то, конечно, это может, мои дорогие девочки, как известие о беременности. Но все же мы рассматриваем плодовитость еще и в плане ваших каких-то планов. Или то, что вы хотели бы всегда осуществить. Какая-то идея, творческое мышление, да все что угодно. Для вас нет ничего невозможного. Каковы же неожиданности? Ну, разве что. Куда-то вы себя не подгоняйте в спокойных энергиях. Может быть, вы ждете денег, получения. Ну, деньги придут. Здесь все произойдет в свое время. Семерка Пентаклей нам говорит, что если есть какие-то задержки по тому или иному вопросу, или, знаете как, нужно набрать какой-то темп для вас. Вот, может быть, и эта карта хочет нам передать. Потому что это не неожиданности как таковые. Ну, разве что, вот как я сказала, какая-то пауза, задержка. Но это не от вас зависит, а назовите это от высших сил или от обстоятельств. К примеру, мы не можем ускорить какой-то регламент, или мы не можем срок изготовления документа ускорить, или если на определенную дату назначено получение финансов, значит мы тоже как-то это не можем перестроить под наше удобство. То есть вот есть какие-то обстоятельства,
на которые мы не влияем. Но и постепенно, вот как я сказала, наращивание темпа – это в контексте того, что все придет в свое время. Вообще спокойная где-то неделя. И для вас, как совет, не торопись. Чему сейчас не время? Ну, буквально какой-то конфронтации, не время тому, что вы можете, может быть, вам что-то и не нравится. Это ж мы живые люди. Не время заявлять: я на тебя найду управу, я на тебя подам в суд. Буквально аркан справедливость. Не время где-то замышлять месть, мои дорогие, правда. Не время конкретно, может быть, на этой неделе подавать документы в суд с иском. И так тоже может быть. По этой карте время прислушаться к собственной интуиции. Не все то, что мы видим в нашей реальной жизни, оно, как вам объяснить, мы не можем как будто только от этого отталкиваться, понимаете? Если мы живем только каким-то материализмом, какой-то жесткостью, рационализмом, то, ну, мы не чувствуем воздуха, нам нечем дышать. Иносказательно мы не чувствуем какого-то творческого подъема, мы не чувствуем в себе вот тех тонких энергий, каких-то вибраций, которые нам приносят в радость, в жизнь, которые способствуют эмпатии. Мы где-то превращаемся в такого, ну, сухого, расчетливого человека. Вот этому не время. Значит, какие-то приятные эмоции. Императрица. Все же следует добавить. Что же вам помогает? И вместе с тем у нас есть люди, которые разные. На этой неделе вам придется сталкиваться с людьми с дурным характером, может быть, сложным характером. По этой карте все то, что мы слышим, мы перепроверяем. Это не значит, что мы где-то доказываем кому-то что-то. По этой карте мы отступаем полшага назад. И буквально, мои дорогие львы и львицы, не связываемся с теми, на которых мы не можем положиться, или с теми людьми, которые пытаются нас вывести на какой-то, кстати, конфликт. Вот взаимосвязь есть этих карт. Но мы также и не реагируем на какую-то лесть. Мы ищем правду. Есть такая трактовка «борец без причины» по этой карте. Как бы причины нет. И вот с такими людьми, если вы сталкиваетесь, не реагируйте, вам это помогает. Но вместе с тем информацию какую-то мы перепроверяем, что же есть по факту. Вы можете, к примеру, услышать какие-то отголоски новости или трактовку чью-то тех или иных событий. Для вас, мои дорогие львы, нужно найти дополнительную информацию. Что же происходит на самом деле? Здесь именно идет какое-то эмоциональное окрашивание от людей, их восприятие, а у вас должно быть свое собственное. Что скрыто? Но я не могу сказать, что тут кто-то что-то скрывает. Разве что, мои дорогие, кто-то готовится вам сделать предложение или перевести ваши отношения на новый уровень. Все-таки шестерка кубков говорит о том, что какие-то отношения, и это не новые отношения, а это как старая дружба, с учетом аркана императрицы, могут быть продолжены и переведены на другой статус отношений. Может быть, какая-то помолвка у кого-то, и это я могу предположить. Или с учетом каких-то внешних событий, причин, такое тоже может быть. Или когда уже ваши отношения прошли какой-то жизненный этап. Я не могу сказать, что именно какая-то скрытость идет. Может быть, вы пока чего-то не видите, или вы на этой неделе заняты собой. Но никто ничего не скрывает. Отчасти карта говорит: доверяй тем людям, которых ты уже знаешь, которые тобою проверены. Дела, работа, бизнес, королева кубков. Правда, кто-то будет решать вопросы семьи, вопросы, связанные с недвижимостью, может быть, или вопросы ваших отношений. По этой карте королева кубков раньше она изображалась королева-русалка. И это та, которая заманивала моряков и рыбаков на пучины морские. Странно, на этой неделе многим выпадает эта карта. Но, видимо, все манипулируют. И нам не остается, как то же самое где-то транслировать. Так вот, королева-русалка, она не выполняла того, что обещала. Те, кто ей верил, там где-то на пучине вот и оставались. Поэтому и для вас где-то нужно быть хитрее. Не без этого себе не навредить. Аркан императрицы. С другой стороны,
карта может говорить, что вам придется переключаться с вопросов финансов на какие-то более энергии тонких вибраций. Может быть, буквально искать где-то, как примирить, к примеру, разум и чувства. Или ваши планы с реальностью. Продумать, как вы будете реализовывать тот или иной план. Вполне вероятно, эта карта нам подсказывает. Но у кого-то из вас это могут быть именно взаимоотношения по части личной жизни. Давайте посмотрим, что уже по финансам. В этой колоде карт, мои дорогие львы и львицы, это идет прообраз Медузы Горгоны, которая, как известно, пострадала от доверчивости и наивности. Это была прекрасная дева, в которую влюбились не кто-нибудь, а сами боги. И ей позавидовала богиня Афина Паллада. Зависть – это у нас то чувство, которое будет в человеке самые черные какие-то качества. И мне нравятся слова Бориса Пастернака. Зависть – родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Ну, понятно, что самим не завидовать, да, но и не быть наивному. Если вам кто-то льстит с учетом карты принц мечей, не стоит доверять. По этой карте мы должны быть очень осмотрительны, и это выпадает на деньги, значит, по части финансов нельзя просчитаться, нельзя себя обесточить. К примеру, нельзя потратить все деньги на чье-то обещание, что я тебе потом помогу, вот конкретно так. Будьте очень продуманно взвешенными на этой неделе. Нет никакой наивности. Я бы сказала, было бы неплохо отложить, как мы называем, заначку. Мало ли, как с какими-то метаморфозами в дальнейшем будут развиваться именно события. Что же в личной жизни? Ну, деньги есть, деньги будут, нам как бы говорят карты. И тем не менее, может быть, какой-то вопрос, который, к примеру, обсуждается по части вашей работы. Или вы хотите, мои дорогие львы и львицы, рискнуть, как будто вложиться в какой-то проект, и тогда этому не время. Не время где-то верить, что, правда, за вас может заступиться закон, вот буквально так. И поэтому карта, может быть, и говорит, не инициируй какую-то историю с позиции закона. Может быть, буквально, не подавай на кого-то какие-то апелляции, или, как я уже сказала, не подавай в суд, не устраивай какую-то конфронтацию, может быть, даже и закон на вашей стороне. Но на этой неделе, мои дорогие, нужно быть хитрее и осмотрительнее. Все. И по части денег тоже. Нам говорят, что поддержка семьи или, в принципе, деньги, даже если через паузу, они все равно к вам приходят. Или вас поддерживает ваш любимый человек. Потому что десятка пентаклей – это карта благополучия. У вас она выпадает на личную жизнь. Поэтому так или иначе лев останется довольный с учетом карты императрица. Но нужно еще, видимо, продумать стратегию, тактику, как вы будете действовать в дальнейшем. Как и по части заработков, как и по части вашего статуса социального, так и вопросов вашей личной жизни или каких-то дел семейных. Вообще благоприятная неделя, но есть те нюансы, когда люди могут конкретно либо врать, либо цеплять вас где-то, завидовать, понимаете? И для вас просто, мои дорогие, нужно быть очень осторожному и доверять только тем людям, которые надежные и проверенные. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.